Всем здравствуйте! Сегодня предлагаю связать такой комбезик, комбинезончик деткам до года. Он на молнии. Молния внутри обработана, чтобы ничего не мешалось. На шнурочках капюшончик. Если что, можно подтянуть или завязать. Так. По поводу молнии. Молнию я покупала в самом конце. У меня общая длина молнии 25 сантиметров. Рекомендую молнию выбирать уже после того, как прошьете, полностью провяжете, вернее, длину комбинезона, чтобы было видно, где чего, сколько. Здесь закрывать нам снизу от ластовицы. Я выбирала под самый конец. У меня молния как потайная, наверное, больше. Вы можете взять на свой вкус молнию. Цвет тоже, как видите, любой подходит. Такие ниточки у нас разноцветные. Так что вот. Можно начинать. Вязать мы будем с вами пряжей Ализе Бахар. В 100 граммах 260 метров. Это у нас стопроцентная мерсеризованный хлопок. Я таким еще не вязала ни разу. Это мой первый опыт с такой пряжей. Итак, для работы нам понадобятся спицы круговые, чулочные, кому что удобно, 2,5 и 3 миллиметра. Также нам нужна ниточка контрастного цвета, любая вообще, остатки пряжи. Крючок я использовала 4 миллиметра. Можно взять поменьше, если вам так удобно будет. Потом пригодятся нам маркеры, иголочка с широким ушком, чтобы можно было прятать ниточки. Ну, щипчики и линеечка. В принципе, на этом все. Можем начинать. Так, для начала мы возьмем с вами крючок 4 миллиметра и ниточку контрастного цвета. Нам надо с вами набрать цепочку. Так, в моем случае 84 петли должно в итоге получиться. Значит, цепочка должна у меня быть на 2 воздушные петли больше. Значит, 86 воздушных петель. Для других размеров вы видите на экране. Обычным образом набираем с вами 86 воздушных петель. Воздушных петель. И последнюю мы набираем 87-ю и затягиваем ее. Итак, ниточку можно обрезать и убрать. Пока что нам больше не пригодится ниточка контрастного цвета. Вот такая у нас большая цепочка получилась. Итак, теперь мы с вами берем спицы 2,5 миллиметра. Можете взять обычные чулочные спицы, можете взять круговые, кому что удобно. И берем нашу основную ниточку. Так,
На конце я делаю петельку. Теперь берем нашу цепочку. Вот у нас идет лицевая сторона, где идет коса. Нам нужна изнаночная сторона. Вот она, изнаночная сторона, и здесь видно петельки. Раз, два, три, четыре. И вот мы должны с вами в эти петельки вот так вот поддевать спицей и вытягивать петли нашей рабочей ниточкой. Вот мы набрали одну петлю. Дальше смотрим, вот идет вторая петелька. Сбоку ее хорошо видно. Подхватываем вторую петельку. Третья. И так набираем 84 петли. Я набрала 84 петельки. У меня на конце осталось еще 3 петли. Видимо, я немножечко обсчиталась. Но это ничего страшного. Это потом в конце распустится. Лучше больше, чем меньше. Итак, дальше переворачиваем с вами на изнаночную сторону. Первую петельку мы снимаем. А дальше начинаем вязать резинкой 1 на 1. Одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая. И так чередуем с вами до конца ряда. Последняя петелька кромочная будет, мы ее с вами должны провязать изнаночной петлей, так же как и во всех остальных рядах. Последняя петелька провязывается изнаночной, первая петелька всегда снимается. Так, заканчиваем изнаночной петелькой. Дальше переворачиваем работу на лицевую сторону. Здесь продолжаем с вами вязать резинкой 1 на 1. Первую снимаем, изнаночная, лицевая и так далее. Итак, мы должны с вами будем провязать для всех размеров 2 сантиметра. 2-2,5. Встретимся, когда провяжем нужное количество. Итак, мы провязали на нужную нам высоту. У меня получилось 2,5 сантиметра. Вот, 2,5 сантиметра. Итак, остановились мы там же, где у нас был хвостик от ниточки. Теперь нам нужна будет вспомогательная ниточка для того, чтобы снять петельки с нашей косы, которую мы делали крючком. Я взяла простую спицу. Итак, теперь нам надо с вами распускать цепочку. Подхватываем и начинаем ее распускать. Дергаем за веревочку и освобождаются петельки.
Вот так. И так мы проделываем со всеми петельками. У нас должно получиться то же количество петель, которое и на рабочей спице. Можете пересчитать. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80. 3 у меня получилось почему-то. Или я обсчиталась? Нет, все-таки 83 получается. 83, видимо, я какую-то петельку потеряла. Я подберу последние 2 петли вместе. Вот одна, вот вторая. Таким образом у меня получится 84, так же как и на рабочей спице. Итак, теперь мы должны с вами брать с одной и со второй спицы петельки и соединять их в одну. То есть берем первую, подхватываем со второй спицы петельку и провязываем лицевую. Так повторяем дальше. С первой, со второй и провязываем лицевую. Опять с первой, со второй провязываем лицевую. Так мы соединим с вами и сделаем кармашек под шнурочек. Вот так. С первой, со второй провязываем лицевую. И так до конца. Мы соединили с вами петельки. На спицах у нас должно получиться 84 петли. Теперь мы должны с вами перейти на спицы 3 миллиметра. Итак, на изнаночной стороне мы берем спицы 3 миллиметра и вяжем лицевой гладью. То есть в изнаночных рядах мы вяжем изнаночные петельки, в лицевых рядах мы вяжем лицевые петельки. Прошу прощения. Итак, дальше мы переходим на спицы 3 миллиметра, вяжем лицевой гладью дальше. И должна у нас быть высота от самого начала, потому что может быть наш кармашек отличаться, да? У кого-то 2 сантиметра, у кого-то 3 сантиметра, так что от самого начала замеряем. И вот так вот высоту лицевой гладью мы должны с вами провязать для размера от 3 до 6 месяцев 12 сантиметров. Для других размеров вы видите на экране.
Вот такую высоту мы должны с вами провязать лицевой гладью. Встретимся с вами, когда уже будет высота провязана. Мы провязали с вами нужное нам количество рядов. Но я провязала на высоту 12 сантиметров. Теперь нам надо разбить на 3 части наше вязание. Мы будем сейчас работать на центральных, в моем случае 20 петлях. В ваших размерах вы видите на экране. Итак, 20 петель центральных. Значит, по бокам у меня должно остаться по 32 петли. Я провязала 32 петли лицевыми петельками. Дальше у меня идут центральные петельки. 20 петель. Итак, мы провязываем с вами 20 петель лицевых центральные. 2, 3, 19 я провязала. У меня 20 петелька. Провязываем 20 петельку лицевой, перекидываем ее обратно на левую спицу. Теперь следующие 2 петли, не одну, а 2, мы подснимаем за переднюю стеночку и накидываем их поверх провязанной 20 петельки. Вот так. Дальше работу переворачиваем на изнаночную сторону. Вяжем по изнаночной стороне 20 петель. 1, 2. Двадцатую петельку провязываем изнаночной петлей, переносим ее на левую спицу, подхватываем следующие 2 петли сбоку и накидываем их поверх провязанной нашей изнаночной петельки. Вот так. И обратно снимаем на правую спицу. Переворачиваем работу. В этом ряду мы будем делать убавку с вами. Первую петельку мы снимаем. Следующие 2 петли мы должны провязать с вами вместе за заднюю стеночку. Дальше провязываем до тех пор, пока на центральных спицах, на центральных петлях у нас не останется 3 петли. У нас осталось 3 петли. 2 петли мы переворачиваем, возвращаем их на левую спицу, провязываем их вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. Теперь мы провязываем лицевую петлю, возвращаем ее на левую спицу, подхватываем одну петлю и перекидываем ее через провязанную петельку. Снимаем петлю обратно на рабочую спицу. Переворачиваем работу. По изнаночной стороне мы провязываем изнаночными петельками до тех пор, пока у нас не закончатся центральные петельки.
Центральная наша петля, мы ее провязываем, ой, центральная, последняя петля центра, мы ее провязываем изнаночной петелькой, перекидываем на левую спицу, подхватываем одну петлю с левой спицы, следующую, накидываем ее на провязанную петельку, петлю возвращаем на рабочую спицу, работу переворачиваем. В этом ряду мы не делаем убавку, мы берем нашу первую петельку, снимаем, дальше мы провязываем лицевыми петлями центральные петли. Итак, крайняя центральная петля, мы ее провязываем лицевой петлей, перекидываем ее на левую спицу, подхватываем следующие две петельки с левой спицы и накидываем их на провязанную последнюю петельку. Вот так. Возвращаем петельку на рабочую спицу. Переворачиваем работу. Вяжем по изнаночной стороне. Первую петельку мы снимаем. Дальше провязываем изнаночными петельками до последней центральной петли. Последняя центральная петелька, мы ее провязываем изнаночной петлей, перекидываем ее на левую спицу. После этой петли мы подхватываем с вами 2 петельки и накидываем их на провязанную петлю. Вот так. Переходим опять на лицевую сторону. Первую петельку снимаем. Здесь мы должны с вами сделать убавку. Делаем убавочку за заднюю стенку лицевой петелькой. Дальше довязываем до тех пор, пока на центральных петлях не останется 3 петли. Следующие 2 петельки мы должны с вами перевернуть и провязать вместе за переднюю стеночку лицевой петлей. Последнюю петлю центра мы провязываем лицевой, перекидываем ее на левую спицу, подхватываем одну петельку и набрасываем сверху. И так вот мы чередуем. То есть один раз мы набросили 2 петли, потом 1 петля, потом опять 2 петли, 1 петля. В каждом втором ряду мы делаем, в каждом втором лицевом ряду мы делаем убавочки. Изнаночный ряд мы провязываем изнаночными петельками до тех пор, пока у нас не закончатся центральные петли. Последнюю петельку мы провязываем изнаночную, возвращаем ее на левую спицу, подхватываем одну петельку, набрасываем поверх провязанной, возвращаем петельку на рабочую спицу. Переворачиваем работу, вяжем по лицевой стороне. Одну петельку мы снимаем, дальше лицевыми петельками мы довязываем с вами до конца центральных петель. Последнюю петельку провязываем лицевой, снимаем ее на петельку, ой, господи, на петельку, на спицу левую, подхватываем 2 петли, да, подхватываем 2 петельки, набрасываем на провязанную, возвращаем ее на место.
Переворачиваем нашу работу. По изнанке мы провязываем изнаночными петельками центральные петли. Последнюю петельку центра мы провязываем изнаночной, перекидываем ее на левую спицу, подхватываем 2 петли, накидываем их на провязанную петельку, возвращаем петлю на правую спицу, переворачиваем работу. Здесь мы должны опять с вами сделать убавочку. Первую петельку мы снимаем, 2 следующие петельки провязываем вместе лицевой петлей за заднюю стенку, довязываем лицевыми петельками, пока у нас на спицах не останется 3 центральных петельки. Три петельки осталось, 2 петли мы переворачиваем, провязываем вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. Последнюю петельку мы провязываем лицевой, возвращаем ее на место, подхватываем одну следующую петлю и набрасываем ее на провязанную. Возвращаем петельку на место. Разворачиваем нашу работу, вяжем по изнаночной стороне изнаночными петельками. Последнюю центральную петельку мы провязываем изнаночной петлей, перекидываем ее на левую спицу, подхватываем одну петельку после нее, набрасываем на провязанную, возвращаем петельку на правую спицу, переворачиваем нашу работу. Первую петлю снимаем, провязываем лицевыми петлями до конца центральных петель. Последнюю петельку мы провязываем лицевой петлей, перекидываем ее на левую спицу, подхватываем 2 петли, набрасываем их на провязанную, возвращаем петельку на место, переворачиваем работу. По изнаночной стороне мы вяжем изнаночными, проделываем такую же манипуляцию с последней петелькой, набрасывая на нее 2 петельки с боковой части. Провязываем ее изнаночной петлей, возвращаем на левую спицу, подхватываем 2 следующие петельки и накидываем их на провязанную петлю. Петлю возвращаем обратно на правую спицу. Переворачиваем работу. И опять мы делаем убавку. Убавки мы делаем до тех пор, пока у нас на центральных спицах не останется 10 петель для всех размеров. Сейчас у меня на спицах 14 петель, то есть я еще должна буду сделать по 2 убавки. Убавки мы делаем в каждом втором лицевом ряду, об этом я уже говорила. Так, довязываем до тех пор, пока не останется 3 петли центральных. В конце петельки 2 переворачиваем, провязываем лицевой петлей. Следующую петлю мы провязываем лицевой, переносим обратно на левую спицу, подхватываем одну петлю, набрасываем ее на провязанную и петельку возвращаем на место. И так мы делаем еще один раз убавки для моего размера. Для ваших размеров где-то больше, где-то меньше для других. До тех пор, пока не останется на центральных спицах 10 петель. 10 петель остается. Мы продолжаем также вязать
накидывая, чередуя 2 петли, простите, 2 петли, 1 петлю, 2 петли, 1 петлю. И так довязываем до конца. Мы довязали наш капюшон. Вот так он выглядит спереди. Вот так выглядит сзади. Теперь нам надо добрать с вами боковые петельки. Мы закончили по изнаночной стороне. У всех должно быть также 10 центральных петель. Я закончила 2 петельками в конце, то есть набросила 2 петли. Теперь мы находим боковые петли. Вот она, наша кромочная петля. Она идет косичкой. Ее мы и будем поднимать. Так как это у нас изнаночный ряд, мы должны с вами набирать изнаночные петли. Вот так, чтобы шовчик у нас был внутри. Поднимаем все боковые петельки до кармашка, который у нас должен идти под веревочку. Вот у меня крайняя петелька до кармашка. Я ее тоже наберу. Вот так. Теперь переходим на лицевую сторону и провязываем лицевыми петельками все петельки. Центральные петельки мы тоже провязываем. Итак, дальше мы начинаем набор. Здесь мы пропустили эту петельку. Вот эту. Так что в этом ряду мы тоже пропустим. Одну петлю пропускаем и следующую начинаем набирать. Вот точно так же добираем до кармашка. Вот последняя петелька. На этом наш капюшон готов. Можно переходить к основному вязанию.